Ее жизнь внезапно превратилась в борьбу за выживание, когда врачи поставили диагноз — рак на последней стадии. На тот момент казалось, что надежды нет. Прогнозы были мрачными, и все, что оставалось, — это ждать. Но она не сдалась. Каждый день был мучением, но она держалась. Все вокруг стали уставать от ее болезни. Ее муж и сын, которые когда-то обещали поддерживать ее в трудные моменты, начали уходить в себя. Постепенно их забота исчезала, и вместо того, чтобы быть рядом, они стали отдаляться. Когда ее состояние ухудшилось, муж ушел. Он не выдержал этого давления и решил, что ей не помочь. Он думал, что ее время пришло, и проще будет начать новую жизнь, чем продолжать бороться с болезнью. Сын, хотя и не уехал, тоже стал более замкнутым, предпочитая молчание и изоляцию в общении с матерью. Они оставили ее одну, не считая нужным быть рядом, когда ей было особенно трудно. Но она продолжала бороться. Каждый день, несмотря на боль, на усталость, она вставала с постели, искала силы и продолжала. Врачи были поражены ее стойкостью. Она не только пережила все страшные стадии болезни, но и победила ее. Спустя год она вышла из больницы, окрепла и вернулась к жизни. И хотя восстановление было долгим и болезненным, она вновь научилась радоваться простым вещам. Работе, природе, общению с друзьями, которые не покидали ее в самые тяжелые моменты. Прошло 10 лет. Она уже не была тем человеком, что был раньше. Она смогла оставить за спиной прошлые страдания, научилась прощать, но не забывать. Она научилась строить свою жизнь заново, и это была ее жизнь, независимая и целеустремленная. Однажды, возвращаясь домой, она встретила их. Муж и сын стояли у ее двери. Они были неузнаваемы, измученные временем, в котором они осознали свою ошибку. На их лицах читалось сожаление, но для нее это уже не имело значения. Прошло слишком много времени, слишком много боли, чтобы вернуться назад. Она не нуждалась в их прощении и не искала его. Она победила не только болезнь, но и их предательство. Для нее важнее было то, что она осталась самой собой, несмотря на все. Она не ожидала встречи с ними, и эта встреча не была тем, что она искала. Она взглянула на них, и все, что они могли ей предложить, уже не имело ценности. Она закрыла дверь, не оглядываясь. Это была ее жизнь, ее путь, и теперь она больше не могла позволить никому и ничему вернуть ее в прошлое. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.